Золотой лик, глядящий на нас сквозь бездну 3000 лет с выражением абсолютного спокойствия и одновременно тревожащего величия. Погребальная маска Тутанхамона, более 11 килограммов почти чистого золота, инкрустации из лазурита, сердолика, амазонита и цветного стекла. Совершенная геометрия линий. Безусловный эталон красоты. Центральный символ мощи Древнего Египта, давно вышедший за рамки науки и ставший частью мировой поп-культуры. Нам кажется, что мы знаем об этом предмете все. Он смотрит на нас с обложек школьных учебников, туристических проспектов, музейных альбомов и рекламных плакатов. Мы уверены, что перед нами прижизненный или посмертный образ юного правителя, умершего слишком рано, не дожив до 20 лет. Образ, созданный лучшими мастерами державы, ювелирами с почти сакральным мастерством, созданный с почтением и скорбью, чтобы навсегда сохранить его черты, чтобы душа смогла опознать тело и вернуться в него. Мы верили в это почти столетие, с того самого мгновения, когда Говард Картер дрожащей рукой ввел свечу в узкое отверстие в стене, и на вопрос лорда Карнарвона «Вы что-нибудь видите?» произнес свое бессмертное «Да». Вещи чудесные. Но что, если все это время мы смотрели на колоссальную историческую мистификацию? Что, если это лицо никогда не принадлежало Тутанхамону? Что, если самая знаменитая маска в истории человечества — это присвоенный артефакт, конфискованный и в спешке грубо переделанный, чтобы скрыть государственную тайну древности и узаконить хладнокровную узурпацию власти? Что, если под золотой оболочкой скрыта судьба женщины, которую пытались стереть из памяти человечества? Прямо сейчас, в стерильных лабораториях Каирского музея, находящихся под охраной специальных подразделений, происходит процесс, который можно назвать цифровым вскрытием истории. Ученые больше не полагаются на увеличительные стекла, линейки и субъективный взгляд. Они применяют технологии, заимствованные из ядерной физики и космической разведки, рентгенофлуоресцентный анализ XRF, спектроскопию, высокоточное цифровое макросканирование поверхности с микронным разрешением. И то, что они обнаружили под слоями золота и полудрагоценных камней, заставило специалистов по египтологии побледнеть. Маска лжет. Она собрана из элементов, которые не должны сосуществовать. Она несет следы грубого, почти варварского вмешательства ювелиров, работавших в условиях жесточайшего дефицита времени. И самое пугающее, под именем Тутанхамона проступает другое имя. Имя, которое пытались выжечь из папирусов и сбить со стен храмов с такой яростью, что даже камень должен был навеки замолчать. Мы начинаем расследование. Мы снимаем золотую маску слой за слоем, факт за фактом, чтобы увидеть подлинное лицо трагедии XVIII династии. Приготовьтесь. Это не просто история искусства. Это хроника предательства, фальсификации и кражи личности, остававшейся незамеченной 3000 лет. Чтобы осознать масштаб и глубину этого обмана, необходимо вернуться к истокам. Ноябрь 1922 года. Луксор. Долина царей. Говард Картер, упрямый и язвительный британец, потративший годы на поиски почти мифического фараона, над которым насмехалось все научное сообщество, наконец обнаруживает нетронутую гробницу под номером К-62. Она оказалась спрятанной под хижинами рабочих, возводивших другую усыпальницу, и именно это уберегло ее от древних грабителей. Мир захлестывает тутанхамономания. Газеты кричат о сенсации. Золото, разобранные колесницы, мерцающие в полумраке, позолоченные троны с интимными сценами из жизни правителя, ритуальные ложа в виде фантастических существ и, разумеется, саркофаги.
Когда спустя месяцы изнурительной и скрупулезной работы Картер вскрыл последний, третий гроб из цельного золота весом более 110 килограммов, перед ним предстала она, маска. Она плотно облегала мумию, закрывая голову и плечи, ослепительно сверкая в свете электрических ламп, которые впервые за 3 тысячелетия осветили эту тьму. Это был триумф археологии. Картер писал, что маска производит впечатление абсолютного божества. Однако даже тогда, в состоянии эйфории, Картер, обладавший художественным чутьем и педантичностью судебного эксперта, заметил странности. В своих полевых дневниках и инвентарных карточках, заполненных сухим и аккуратным почерком, он фиксировал детали, которые не укладывались в привычный канон и противоречили жесткой логике египетского ритуала. Во-первых, уши. На золотом лице были проколы. Отверстия для тяжелых серег были отчетливо видны, хотя при открытии они оказались закрыты тонкими кругами из золотой фольги, тщательно замаскированными. В Древнем Египте серьги носили только дети и женщины. Взрослые фараоны, цари-боги, земные воплощения Хора никогда не изображались с проколотыми ушами на официальных статуях и погребальных масках. Это считалось нарушением Маат, вселенского порядка и божественного достоинства. Тутанхамон умер в 19 лет. По меркам эпохи, когда средняя продолжительность жизни составляла около 35 лет, он считался взрослым мужчиной, супругом, верховным военачальником и царем-воителем. Именно таким его и показывали на рельефах, поражающим врагов с колесницы. Зачем ему в вечности детские или женские атрибуты? Картер зафиксировал это несоответствие, но объяснения не нашел и отложил его в сторону. Слишком много золота, слишком много славы и слишком много работы по сохранению тысяч предметов. Во-вторых, металл. Картер заметил, что золото лица и золото задней части немеса и широкого воротника различаются по оттенку. Разница была тонкой, но различимой для профессионала. Одно золото было теплым, насыщенно желтым, другое — более холодным и светлым, словно с примесью серебра или меди. В 20-е годы это объяснили несовершенством древней металлургии. Якобы мастерам не хватило золота одной пробы. Сегодня мы понимаем, что в царских мастерских Египта, работавших на вечность, подобных случайностей не допускали. Золото считалось плотью богов. Оно не могло быть случайным. Оно должно было быть однородным. Разные оттенки — это не ошибка, это шов, это след преступления. Почти столетие маска стояла за пуленепробиваемым стеклом Каирского музея на площади Тахрир, оставаясь главным туристическим символом страны. Но в 2014 году произошел вопиющий инцидент, который, как ни парадоксально, стал толчком к новому научному расследованию. Во время неудачной чистки витрины или замены освещения сотрудники музея случайно задели маску и отломили плетеную бороду — символ божественной власти. В панике, пытаясь скрыть повреждения, ее приклеили обратно обычной эпоксидной смолой, грубым строительным клеем. Желтые потеки были заметны невооруженным глазом. Это был акт вандализма по отношению к истории. Когда скандал стал достоянием мировой прессы, была срочно собрана Международная реставрационная комиссия. Немецкие и египетские специалисты получили беспрецедентный доступ к маске. Ее извлекли из витрины. И вместо поверхностной чистки привезли портативные рентгенофлуоресцентные сканеры XRF. Эта технология позволяет определить точный химический состав металла на атомном уровне без взятия проб и повреждения поверхности. Прибор излучает тонкий рентгеновский луч, и атомы металла отвечают вторичным излучением. Каждый химический элемент имеет собственный энергетический спектр,
подобно отпечатку пальца. Маску просканировали в десятках точек: лицо, щеки, шею, полосы Немеса, Урея, кобру богини Уаджет и коршуна богини Нехбет. Результаты оказались однозначными и шокирующими. Они подтвердили подозрения Картера на молекулярном уровне. Химический состав золота лица и остальной части маски принципиально различается. Это не одна плавка. Это разные источники металла, разные эпохи или разные мастерские. Лицо изготовлено из золота примерно 18,5 карат с высоким содержанием меди, что придает ему холодный оттенок и большую твердость. Немес, задняя пластина и воротник выполнены из золота около 22,5 карат, более чистого, мягкого и ценного, характерного для элитарного стиля XVIII династии. На языке криминалистики это означает одно — маска не была создана как единое целое. Лицо — это отдельный элемент, припаянный к другому изделию. На шее, под воротником, виден грубо скрытый шов пайки, замаскированный чеканкой. Кто-то в древности взял уже готовую маску, принадлежавшую другому человеку, удалил у нее лицо, носитель личности, и вставил новое. Это была своего рода трансплантация лица в древнем мире. Это объясняет и разницу оттенков, и линию спайки, но рождает главный вопрос: чье лицо было там изначально? Ответ скрыт в иероглифах. На внутренней стороне маски выгравирована магическая формула из книги мертвых, глава 151-би, защитное заклинание, отождествляющее части тела умершего с телами богов. В тексте обязательно указывается имя владельца. Сегодня там читается имя Тутанхамона, однако макросканирование и трехмерный анализ поверхности выявили следы стертых и перебитых знаков. Под именем Тутанхамона проступало другое тронное имя — Анхеперура. Оно не принадлежало ни Эхнатону, ни его предшественникам. Оно связано с самой загадочной фигурой эпохи — Нефер-Нефруатон. Все больше исследователей приходят к выводу, что под этим именем скрывалась Нефертити, великая царица, которая после смерти Эхнатона взошла на трон как полноценный фараон. Проколотые уши, совершенный овал лица, высокие скулы, узкий подбородок, мягкие губы, так напоминающие знаменитый берлинский бюст — все это ее иконография. Маска была создана для нее. Когда Тутанхамон внезапно умер в 19 лет, времени не осталось. По религиозному закону у Египта было всего 70 дней. За такой срок невозможно было создать царскую гробницу и полный погребальный комплекс. Началась паника. И тогда было принято прагматичное решение — использовать уже готовое. Маску Нефертити переделали, имена перебили, добавили бороду, приспособили под мужчину. Тутанхамон ушел в вечность в чужой маске, в чужой гробнице, с чужими предметами. Судебно-антропологическое сопоставление компьютерных томограмм его черепа с пропорциями маски подтвердило. Подлог, они не совпадают. Маска изображает идеализированное женское лицо. Ирония истории заключается в том, что те, кто пытался стереть Нефертити из памяти, добились противоположного результата. Ее лицо стало самым узнаваемым лицом Древнего Египта. Мы смотрели на него 100 лет, называя его именем Тутанхамона. И теперь, когда вы вновь увидите эти спокойные глаза, подчеркнутые лазуритом, помните, вы смотрите в глаза призрака, в глаза женщины-фараона, у которой украли не только трон, но и лицо для вечности. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.